Все женщины любят сюрпризы и подарки. Это так здорово, когда мы познакомились, она влюбилась в меня, потому что я был лучше всех. Я мог устраивать сюрпризы, вот прямо как в сказке она жила. А сейчас почему-то она злится на любой сюрприз, на какой-то подарок. Прямо как пантера становится. Непонятно, что с ней произошло. Здравствуйте. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Давайте рассмотрим, почему отношение девушки, женщины, жены к сюрпризам и подаркам так меняется. Если в начале отношений она так это любила, и она влюбилась в вас, потому что вы как раз и умели делать эти сюрпризы, никто так не мог. Ее жизнь была как сказка, как праздник, а сейчас почему-то она вот ничто ее не радует, такая снежная королева. И здесь нужно учитывать этап развития отношений. В самом начале, когда мы только познакомились, у всех пар это конфетно-букетный период, романтика. Вот этот этап романтики, он есть у всех. У кого-то неделя, у кого-то медовый месяц, бывает год. Ну, через год романтика заканчивается у всех. Год это, скажем так, вот, очень большой промежуток. По содержанию тоже разные. У кого-то это шоколадка, у кого-то миллион алых роз. То есть масштабы разные бывают. Но, тем не менее, вот эти сюрпризы и романтика были в каждой паре. Именно вот эти сюрпризы придавали нашим отношениям на том этапе какой-то вот, как специи, вкус. Они делали их какими-то уникальными, не такими, как у всех. Это нас очень сильно сближало. А сейчас, если пара в кризисе, кто-то хочет уйти, расстаться, то сейчас не до сюрпризов. Потому что любой сюрприз, он вызывает у нас напряжение, неожиданность. Плюс нужно учитывать, что расставание, даже если человек решает уйти сам, например, женщина, для нее это тоже стресс. Женщины ходят к психологу, чтобы вот разобраться, чтобы решиться уйти. Или она взвешивает все за и против. Она думает, что можно сделать. То есть она тоже переживает. Муж на взводе, жена на взводе. И сюрприз, даже мелочь. Вот договорились встретиться, например, в 5 часов, а встретились без 15. Это уже как-то все пошло не по плану. То есть человек уже дернулся. Если это ситуация стресса, расставание – это очень сильный стресс. По силе воздействия он приравнен к потере близких, смерти, тяжелому заболеванию, инвалидности. То есть это потрясение. И любые сюрпризы, они нас еще больше, скажем так, вот дестабилизируют. Когда человека дестабилизируют, от него можно ожидать любой реакции. Какие это могут быть реакции? То есть это не радует, а наоборот, человек начинает еще больше напрягаться. Он не знает, что ожидать от другого, от того, кто сюрпризы устраивает. Любой сюрприз – это как удар в спину. То есть вот нужно быть постоянно начеку. Вот есть люди, которые вот они постоянно вот что-то ожидают, какой-то подвох. Поэтому сюрпризы не рекомендуется, очень сильно не рекомендуется в состоянии кризиса. И кроме того, учитывайте, что женщины также читают, вот вы смотрите каналы для мужчин, женщины тоже смотрят. И там говорят о том, что любой сюрприз – это не сюрприз. Это какая-то хитрая уловка, чтобы втянуть ее в отношения. И они тоже настораживаются. Нужно всегда учитывать, а вот на том конце другой человек, он какой информацией владеет, он как думает, как мыслит. И исходя из этого мы тоже строим свое общение и свою стратегию. Если вы вдруг решили там сделать сюрприз и типа случайно ее встретили где-то, то для женщины это преследование, это не сюрприз. И иногда бывают такие вот ситуации, человек говорит, вот она так удивилась, растерялась, а зачем? Вот зачем вам ее удивление и растерянность? Что вы будете с ним делать? То есть мы вызываем какую-то эмоцию для чего-то. Если нам нужно вот в состоянии растерянности у человека там что-то с ним сделать, проманипулировать, я не знаю, куда-то отвести, то тогда да, когда он растерялся, или там поймать с поличным. А что мы потом будем делать с этим вот с поличным, с этой информацией? То есть для чего?
И еще один аспект сюрпризов, если человек очень часто удивляет, такой вот сюрпризы устраивает, то к нему начинаешь относиться как немножко несерьезному, нестабильному, то есть не знаешь, что от него ждать, то есть на него нельзя положиться. То есть слишком много сюрпризов, это как слишком много специй, того же перца, когда уже невозможно есть еду. И сюрпризы могут испортить отношения. Смотрите, реакция женщины. Для мужа устроил сюрприз, он ее где-то случайно встретил. На самом деле он ее там караулил, подловил, ожидал. И для нее это преследование. И он говорит, ой, она так удивилась, встрепенулась. Здесь вопрос, это было удивление или разочарование? Эмоции удивления и разочарования вот, мимически на лице очень похожи. И если женщина, вот уже жена, бывшая, вот, ее часто преследуют, то есть слишком много сюрпризов, муж говорит, это были сюрпризы, а для женщины это преследование. Тогда она уходит в игнор, она исчезает. В тяжелых случаях женщина находит себе какого-то избранника за границей и уезжает жить в другую страну. Поэтому решайте сами, нужны ли вам сейчас сюрпризы или подождать лучших времен. Итак, подведем итоги. Сюрпризы хороши, но они хороши, когда пара находится в ремиссии, когда отношения хорошие. И помните, что всегда после тяжелой полосы, черной полосы наступает белая. Если у вас сейчас кризис и все плохо, то очень скоро все наладится. И вот тогда будут нужны эти сюрпризы. Поэтому подождите с сюрпризами. Второе. Сюрпризы, они нас немножко будоражат, возбуждают. Это возбуждающее действие. Если вы сейчас находитесь в стрессе, то любой сюрприз будет ухудшать ваши отношения. Это будет восприниматься другим как удар в спину, которого не ожидает. Сюрприз – это какая-то неожиданность, которую не ожидает. Поэтому ответная реакция может быть непредсказуемая, вплоть до тотального игнора и переезда в другую страну. Вы можете уточнить любые интересующие вопросы в комментариях.